Мой отец был портным, очень хорошим закройщиком. У него была своя мастерская. Мама была домохозяйкой. Внимание! Говорит Москва. Слушайте. Очень хорошо работала советская пропаганда во Франции. Ему обещали золотые горы. Он спрашивал, будет ли он хотя бы наполовину так хорошо жить во Франции, как в Советском Союзе. Мы говорили, что вы, Стинович, еще лучше. Вот из-за этой пропаганды он и вернулся сюда. А потом всю жизнь жалел. Выехали летом 1947 года, ехали очень долго. Папа вспоминает, что я в поезде научилась ходить. Приехали в Пинск, всех разгрузили, нас было 5, нам дали комнату. Все конфисковали, все забрали. Условия были невыносимые. На работу его тоже не устраивали. Он думал, что если ему удастся перейти через границу, то он выпишет нас. Он не знал, что здесь железный занавес. Вот так обманули его. Другого он не видел выхода. Он пытался бежать через белорусско-польскую границу вместе с другом. Их задержали, пытали и осудили на 10 лет. Верховного Совета Союза СССР Как голодали, как умирали. Вот об этом он рассказывал. Работал в мастерской, поэтому, наверное, и выжил. Он был свидетелем, как охранники тянули полуживого мужчину, который кричал «Я еще живой!». Ну и тащили его, в общем-то, в общую яму. Сколько там было ученых, сколько там интеллигенции погибло. Ни за что. Мне не разрешали играть с соседскими детьми. Я заглядывала в чужие дворы через щелочку. Потому что я была дочкой врага народа. Даже стоять у калитки не разрешали. Говорили, иди домой. Но тогда папа вернулся. Меня долго искали. Я не верила и вообще не хотела его видеть. Вы знаете, он даже после реабилитации боялся об этом говорить. Он всю жизнь боялся. Всю оставшуюся жизнь. Архивные документы обязательно должны быть обнародованы. Те люди, которые чинили эти бесчинства, должны быть наказаны. Зло должно быть наказано. И зло в таком масштабе. Так что нужно молодым обязательно интересоваться политикой. Обязательно. Потому что папе было так хорошо, что политикой он не интересовался. И у меня страх поселился с детства. Я до сих пор всех боюсь. Такая трусливая выросла.